Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Я вчера делал вырезку со стрима не просто так. Я давным-давно обещал своим зрителям сборку одну интересную. Это драконы плюс 9 нежити. И вот на стриме у меня эту сборку получилось реализовать. Я после стрима попробовал еще 2-3 трая это сделать на запись. Именно драконы плюс нежить. Но у меня, к сожалению, ничего не получилось. Поэтому я такой думаю, блин, так целенаправленно у меня вряд ли получится записать драконов плюс нежить. Поэтому я сделаю вырезку со стрима и покажу, насколько это прикольная сборка. Причем там такая игра интересная получилась. В общем, я думаю, что не зря я выложил именно вырезку со стрима. Но если что, напишите в комментариях, сделал это я зря или не зря. Но как по мне, я думаю, сделал не зря, потому что, ну, на стриме мало людей было, потом запись посмотрела мало людей, а вот конкретно отдельный ролик посмотрело довольно-таки много людей, поэтому я считаю, что я не зря выложил именно вырезку со стрима. Какие же мне ужасные предметы попадали. Не передать словами. А еще режим Жигуля включился. Да. Ну, короче, в комментариях напишите, что думаете на этот счет по поводу вырезки. И что я конкретно вижу под эту игру. Как бы я уже, вот, ну, я думаю, вы все заранее и так это увидели. Но кто вдруг не увидел, то тут есть убийцы и есть импресска. И вот у меня есть две идеи. Я хочу попробовать керри импресску. Так, сюда пивную пандочку возьмем. Так, ну минус броню мы по-любому берем. И рок войны мы сейчас скипнем. Желательно я хочу получить клевер. На клевер я, по-моему, не получу. Ну, такие, естественно, кто бы сомневался. Я ни грамма не сомневался, то, что я клевер не получу. Ну и хрен с тобой. Не получил, так не получил. Погнали дальше. Сейчас в нашей скиллозависимой игре я что-нибудь с панды да получу. Ну, естественно. Боль и разочарование это как всегда. И болт на 28 это тоже как бы, ну, залог хорошего успеха. Знаете, без болта на 28 в эту игру мы не играем. О, как хорошо, еще и 2 тиника. Так, мне нравится мое усиление. Предметы хрень, рандомим. Засунь себе эту брошку в 5-ю точку. И пошел ты к чертовой бабушке. Чертолет ты хренов. Ну вы поняли, да, вот этот прикол? Лучше бы уже, мать, насекомое упала. Нет, не упала гномья брошка, которая ничего мне не дает, по сути. Ой, ну ладно, хотя бы спасибо за то, что у меня есть убийца города 2 звезды. 2 тычки, 3 тычки, 4 тычки, 5 тычек, 6 тычек, 7 тычек, 7 тычек, ни единого стана. Хорош. Сильно. Я специально сейчас этот момент конкретно подметил, потому что мне очень было интересно, будут ли станы или не будут стана. Вот в чем вопрос. В общем, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь, соответственно, поставить свой лайк, а в конце этого ролика поставь свой комментарий, что думаешь по поводу игры и все такое. Ну, короче, это моя дефолтная фразочка. И как бы по-другому улучшать я ее не буду. Ну и, соответственно, всем хорошего дня, кто не спит, не ест. Хотя таких, я думаю, мало. Короче, все, погнали. А то мне сейчас фляга потечет, какую-то хрень начну говорить. Хотя и уже начал. Так что меня уже будет не остановить. Так, тут тоже. А, тут не убийца Горн 2 звезды. Мне показалось. Показалось на мгновение, что убийца Горн в 2 звезды. На самом деле осталось очень мало времени. Из-за того, что в текущем сезоне я очень мало играю. Ну, все причины вы знаете, я уже не первый раз о них говорил. Все вы причины знаете, из-за того, что я мало играю, есть вероятность, что я не достигну в этом сезоне ферзя. Ну, спасибо за богиню войны. Спасибо большое тебе за богиню войны. Пожалуй, я гоблина-убийцу уберу, потому что у панды какой-то триггер на вот эти вот дополнительные синергии расы. То есть, если вы будете ставить, допустим, Вич-доктора, у которого... А что у него там за синергия? Я уже и забыл. Ну, короче, которые фиры дают вокруг себя. Блин, ну, короче, Сирики вот это вот забыл, как она. Забыл, как эта синергия называется. Ну, хрен с ним. Короче, вот это вот новая синергия, точнее, раса. И вот эта вот раса будет триггериться почему-то на панду. И именно панда будет приносить текущую расу. И приоритетнее всего она будет приносить конкретно эту расу. Почему? Я не знаю. Это лично мои наблюдения, что именно если там есть двойная раса, то почему-то будет призываться вот эта вот бесполезная раса. Не знаю, с чем это связано.
И в большинстве случаев будет именно так происходить. Ну, короче. Стан? Пожалуйста? Ну да. Ну ладно. Блин, ну хорошо мне идет, если честно. Даже снайпер пришел. Поставлю 3 убийц. Я, кстати, реально хочу попробовать в этой игре на убийцах сыграть, потому что, во-первых, здесь есть обалденные убийцы. Во-вторых, я вижу, там уже чел нефритового генерала достал себе. Угу. Понимаю, понимаю. Но было бы классно, если бы мне упал Эмбер. Ну, что-то типа хочется как-то немножечко, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, надеюсь, он мне все-таки... Он без клевера, если что, панду достал. Нефритового. Ладно, окей. Это еще не приговор. Просто из-за того, что здесь есть импреска, здесь он 100% скорее всего соберет... Вот это вот формулировка фразы. Боже, 100% скорее всего соберет себе шамана. Я больше чем уверен, что здесь будут от него шаманы. Запомните вот сейчас мои слова. Я более чем уверен, что здесь будут шаманы. Запоминайте. Вот запоминайте. Помяните мои слова потом. И давайте так. Поставим свои ставки. Вот сейчас, прямо сейчас в комментариях пишите, будут ли в этой игре шаманы или не будут в этой игре шаманы. Я уверен, что будут в этой игре шаманы. Уверен. Вот прям... Ну, зубы давать не буду, потому что это дорого. Болтом на 28 не поделюсь. У каждого свой болт есть. Ну, не у всех, конечно, но он есть. Ой, короче, что я начинаю нести. Ладно. У меня просто сегодня такое, знаете, энергичное настроение. Так. Я что-то еще хотел такое важное сказать. Если вы не подписаны на мой телеграм-канал, то обязательно подпишитесь, потому что я там буду говорить, когда стримы. И вот у меня будет в скором времени 2 выходных. И там я напишу в конкретный день, когда у меня будет стрим. И, кстати, я разобрался, в чем причина, почему у меня предыдущий стрим начал в моменте лагать. Ни с того, ни с чего. На самом деле, это все из-за того, что у меня было 3 трансляции запущенные. Плюс я как делал? Я перед тем, как стартануть игру, нажимал кликнуть «Записать игру», то есть как обычную запись. И так как у меня стоит на запись высокие настройки, у меня видеокарта нагружалась. Ну и, короче, она не вытягивала таким вот образом. 3 трансляции, плюс еще запись сверху в высоком качестве. В общем, я ее настолько жестко нагрузил, что она такая думает: Саня, пожалуйста, Саня, не надо. Ну, ладно. Пока тут непонятно, кто на чем играет. Мне убийцы нравятся в текущем патче. Убийц на самом деле хорошо апнули, и я доволен тем, что они апнули убийц. Очень доволен тем, что они апнули убийц. В чем прикол убийц первого тира и второго тира? То, что вы 100% гарантированно первой тычкой критуете. Раньше был шанс 50%, сейчас это гарант. И на самом деле это круто. Это круто, потому что, ну, как-то убийцы были реально слабоваты, что ли, когда ты их собирал. А сейчас, благодаря тому, что есть первая тычка, которая критует 100%, это прям кайф. Вы можете и ведьмаков поставить сверху. В общем, это кайф. Это просто кайф. Еще усиление неплохо приходит. Вот это я одобряю. На самом деле, если я Гриттера соберу себе в 3 звезды, то Гриттер в 3 звезды довольно-таки будет шикарный персонаж. Я, кстати, хочу рольнуть и клевер подниму. Отлично. Отличненько. Там чел, конечно, что-то панд суммонит нормально, судя по всему. Пивную панду уже в 2 звезды собрал. Кстати, меня что-то такое странное укусило за щеку вот тут. Вот тут. Не знаю, как это назвать, короче, часть тела. Короче, укусило. И как же у меня раздуло то место. Не болит ничего, просто чешется. С чем это связано? Вообще не знаю. Реально на Винни-Пуха похож. Ну что, давай жезл Кира. Давай. Воу, 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 воу. А у меня теперь замешательство есть небольшое. Ладно, я беру уровень. В баню. У меня, если сейчас будут приходить хорошо... Кстати, можно баф... Я баф орков поставлю, плюс 150 хп лишним будет, потому что у меня все такие хиленькие, худенькие. Я думаю, так будет помощнее.
попозже поставлю себе 6 убийц, так будет вообще намного мощнее. Короче, смотрите, у меня есть 3 реликвии. 3 обалденные реликвии. Рейд ночных зверей я сейчас не буду брать. От него мало будет толку. О, там тоже Эмбера присумонил паренек. Вопросов не имею. Но он с кливером хотя бы присумонил. Тут оправдано. Ну, в общем. О чем я говорил? Прикиньте. У меня тупо из головы вылетело, о чем я говорю. Я про реликвии говорил. Ну, простите, простите. Не знаю, у меня что-то как-то... Бывают вот такие вот моменты, когда я начинаю что-то такое рассказывать, и резко на что-то отвлекаюсь, и просто та мысль, которую я хотел вам озвучить, она из головы такая... Ее здесь как и не было. Не знаю, с чем это связано. Ну ладно. Короче. Да, он тут будет играть на этих, на шаманах. Он уже цветку заранее купил, у него есть там шаманчики. Чел там играет тоже на убийцах, причем 4 двухзвездные чечные фигуры в 2 звезды. И воин, кстати. Ну, воину я сочувствую в этой игре. Воина, я думаю, тут не пощадят. На самом деле, в текущей мете играть на воинах, когда ты не получаешь от хила чистого урона, ну, в 90% случаев это будет ошибкой. Не знаю, воины вообще как-то выпали из мета, когда порезали чистый урон по отхилу. То есть то, что ты не можешь никак получить... Короче, не можешь получить никакой отхил с чистого урона. Это, ну, это жесткий нерв, и который, ну, вот, сильно повлиял на игровой процесс в плане даже вот, воинов. Да на многих повлияло. Но это оправданный нерв, на самом деле. Потому что раньше чистый урон, во-первых, ничем не контрился. И это было жестко. Ну, точнее, не резался, кроме... Вот морские от способности резали. О да. Вот это я понимаю царский подгон. Короче, чтобы не ввести сейчас вас в заблуждение, да выскажу свою мысль. Короче, я говорил о том, что чистый урон раньше от способностей... Чистый урон от способностей раньше резали морские. Сейчас же морские не режут чистый урон от способностей. А урон с руки тоже никто не режет. Вот только есть щит 5 тира и медальон 2 тира, который может вернуть 50%. Ну тоже, ты вернешь 50%, отразишь этот полный урон, но по итогу то ничего не произойдет. Потому что от хила-то не будет от чистого урона, а возвращаешь ты чистый урон. Вот так вот. Вот такая вот загвоздка. Поэтому сейчас чистый урон это такая тема. Поэтому я не вижу смысла вообще играть на воина. Вообще. Ну смысл играть на воина? Вот серьезно. Кстати, у меня сейчас 6 убийц. ХП у меня много. Опа, сюда. Shadow демона берем, он же ШД. Давайте расширяем свои познания из доты. Вот этот новый герой, это Shadow демон из доты. Мы будем его называть ШД. Так, а что тут по убийцам на самом деле? Это эффект многослойной синергии. Получается... Короче, каждый шанс срабатывания крита, он считается отдельным. То есть 15-20% они не складываются, они считаются друг от друга отдельно. Но крит влетает в самой высшей синергии. Вот как это работает. А почему тогда... Не, ну если бы они складывались, это было бы слишком жестко, как по мне. Так как когда они работают отдельно друг от друга, я думаю, это, ну, балансно. Чел меня на этих вынес. На шаманах. Плохо то, что я ему отдал винстрик. Очень плохо то, что я ему отдал винстрик. И надо будет найти сейчас еще один клевер. Что-то мне Эмбер вообще не хочет падать. Я хочу попробовать просто Эмбера в 3 звезды собрать. У меня же есть реликвия яиц. Не факт, что я соберу именно Эмбера в 3 звезды. По той лишь причине, что мне может просто Эмбер не идти и все. Какие бы там танцы с бубном я не придумывал бы, мне Эмбер тупо может не идти. Поэтому... Посмотрим. Не хочу загадывать, но посмотрим. Надеюсь, конечно, что будет идти все в порядке, все нормально. Но это все-таки надежда. Надежды. Ну ладно. Верим. Верим в то, что мне Эмбер будет хорошо сейчас идти. Сейчас я, кстати, уже 8-й буду. Вообще шикардос.
Надеюсь, мне сейчас нормальный предмет упадет, потому что предметы у меня полного коричневого цвета падают. Но на самом деле, серьезно, вы посмотрите на мои предметы. Гномья брошка у меня. Сейчас, если мне еще какая-то хрень упадет, так вообще будет торба. Ну-ка, давай, покажи мне, что сейчас будет. Хорошо. Плюс 1 эмбр сюда. Маска, конечно, классная тема, но мне не под кого ее взять. Ну да. Ну да. Ну да. Медальон я не особо хочу скипать, но... Инсек собирается, причем у него там нормальные фигуры уже поприходили для инсека. Блинк. Боже, какие ужасные предметы мне падают, серьезно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Две хроны Гриттера украл, ну ладно. Скорость атаки никогда лишней не будет. Под хроной Гриттером. Я, наверное, возьму реликвию яиц себе все-таки. То есть, если сейчас панды мне придут, то я буду, естественно, играть через реликвию яиц. Если панды идти не будут, тут уже как бы другой вопрос, через что я буду играть. Экс, хорошо, 2 пандочки поставлю. Я вот комментарии своих подписчиков слушаю и хочу с вами поделиться. То, что когда вы ставите вот так вот много панд, вот, допустим, 2 эмбера, 2 хитреца и так далее, то либо же это самовнушение, либо же в реальности панды намного лучше падают. Не знаю, как это работает, но работает. Все. Точка. Ой. Вот этот блинк нужно будет переработать. Надеюсь, мне упадет клевера. Хочу этот клевер закинуть во вторую панду пивную. Умри. Хорошо. Потому что антимаг это проблема. Антимаг это, ну, супер неимбовый герой. Я уже 1001 раз рассказывал, насколько этот антимаг может решать. Это не нравится. Вот это мне нравится. Ну что, ребят, держим кулачки, что я соберу себе эмберов 3 звезды. Все вместе держим кулачки. Все вместе. Я, кстати, вот этого нового героя поставлю. Новый герой под убийц, как по мне, очень силен. На самом деле, здесь в этой игре убийцы обалденные. Тут есть и Квапа, и Тепларка. Ну, прям сок. Тут, кстати, маги. Маги это проблема. Магов мне будет тяжело контрить, если я не найду ничего нормального против мага. А, там, походу, 2 нефритовых генерала ему упало. Ну, вот просто насколько это все-таки жестко. Тут его, конечно, инсект с антимагами вынес. Но насколько это жестко, когда тебе вот тупо... А, это не его вынес, подожди, я неправильно смотрю. Вот он. И... Шо? Ясно. Вопросов не имею. Чистый скилл. Ну да. Ну да. Что может пойти не так? Да? Что может пойти не так? Да, в принципе, все в порядке. Ладно, тут, в принципе, окей. Так, Эмбер дальше идет, это хорошо. Ой, я просто не могу немного отойти от того шока, который я только что увидел. Там чел себе на 8 уровне шансом 1% достает себе нужную фигуру под шаманом. Эмпреску. Жестко. Да, это жестко, но тут ничего больше не сказать. Это просто жестко. Ладно. Ладно. Хрен с ним.
Реликвию яиц я взял. Я думаю, все прекрасно знают, почему я взял именно реликвию яиц. Кто вдруг не знает, то это я все-таки рассчитываю на то, что мне упадет еще Эмбер. И я смогу поиграть через Эмбера в 3 звезды. Вот мне прям хочется попробовать. Что мне нужно вот под Эмбера в 3 звезды? Ну, перчатка 5-го тира это дефолт. Боже, я не могу на это смотреть. У меня сейчас пена изо рта пойдет. И мне на это тяжело смотреть. Ну ладно. Ну ладно, ладно. Такое бывает. У меня даже такое бывает, что я там с шансом 1% смогу. Мне на мгновение показалось, что мне Эмбер еще один упал, а мне пивная панда идет. Ну ладно. Ну ладно. Так о чем это я? А, какие предметы мне необходимы под Эмбером? Драконий рог. Это must have. Перчатка 5-го тира, это, я думаю, дефолт. Перчатка 5-го тира это то, что доктор прописал, поэтому перчатку 5-го тира мы не скипаем. И под драконий рог это прям будет 10 из 10. Но тоже тут есть такой вот момент. Там еще и инсект нашел себе импресску. Да. Ну, зато игра будет интересная на самом-то деле. Типа, насколько бы я сейчас не плевался, но игра будет от этого намного интереснее. Она будет намного жестче противостоянием, чем оно обычно происходит. Поэтому не в одну калитку будем катать. Да. Так вот. Драконий рог. Перчатка 5-го тира. Но! Если, в принципе, перчатка 5-го тира не падает, то... Хотя не, перчатка 5-го тира это слишком сильно. Ну, надо, наверное, от ситуации смотреть. Если у ваших противников много брони... Да не, перчатка 5-го тира всегда хорошо. Вот, кто бы что ни сказал, но перчатка 5-го тира всегда хорошо. Под убийц. Конкретно под убийц, сразу говорю. То есть не под кого-то там третьего, левого, а именно под убийц. Под убийц прям перчатка 5-го тира это must have, чистый урон все-таки. Сразу критуешь, сразу в могилу отправляешь. А если у вас еще и много урона... Кто заметил, что сейчас произошло? Кто заметил, что сейчас произошло? Мало ли того, что мне энча упала. Так что мне еще упало, а? А ну-ка. Давайте, заметьте, я даже сейчас кликнул. Но, я думаю, заметили уже. У меня, короче, Эмбер пришел в 2 звезды сразу. Так, ну что, а что мы делаем? Я могу, не могу. Не хватает одного убийцы. Поэтому пусть пока стоит так. Предметы перекину вот так вот. И я, кстати, на 25-м, либо могут немного раньше, если получится, рольну предметы. Хочу найти себе предмет 5-го тира. Сейчас на следующем раунде я активирую себе реликвию яиц и хочу попробовать найти Эмбера в 3 звезды. Я выйду из... Боже, он меня чуть... Отцепись. Так, вот так вот. Башек ему. Да ну не бей. Вот же антимаг присосался к моему Эмберу второму. Если бы сейчас антимаг так жестко не присосался бы мне к тому Эмберу, то я бы его, может быть, и снес. Ну, не снес бы, но хотя бы минимум получил бы. Кстати, сюда. Плюс 5 монеточек. Ну, кстати, и Омник открыл еще плюс 5 монет. Так это намек на то, что реально мне сейчас реликвию яиц надо активировать. И погнали искать. Искать лучшую жизнь. Поехали. Так, вот так, так. Сейчас не спешим. Мартретку нашел, хорошо. Квапа сюда. Да ух ты что это за праздник такой? Так, 9 убийц надо поставить. Ой, хорошо. Успею, но убийц не успел поставить. Надо было убрать вот этого... ШД. Убрал бы ШД, успел бы, но... Что не смог, то не смог, короче. Но зато у меня теперь Эмбер в 3 звезды. Иди сюда. Так на самом деле, я вообще в шоке. Мне упала Квапа и сразу следом Темплар ко мне падает. Когда такое было видано? То есть я тоже проявляю скилл? Сейчас выходим в 50 монет дальше. И идем в уровень. Потихоньку, понемногу, постепенно, тупо идем в уровень. И мне нужно будет заменить некоторых убийц все-таки. Вот. Рики по-любому оставляем. Вместо гоблина-убийцы я хочу Никса найти. Потому что это возвратка урона, как-никак, все такое. Классную способность воруешь.
Вопросов не имею. Вопросов тупо не имею. Не, ну у меня сейчас жесткий стол. Очень жесткий стол. Давно мне так на 9 уровне не сыпало. Так мало ли того, что я давно не А, понял. Какой бы я скилловый не был, всегда найдется тот, кто тебя фартовее. Да. Да. Ладно. Пока не отчаиваемся. Ой-ой. Шаманчик там такой злой пришел только что с дизраптором в 3 звезды перевоплощенным. Неприятный типок. Так, ну, Джекира уже был. Возьмем на всякий случай Горн. Если я ШД не соберу в 3 звезды, то, в принципе, Горн мне поможет. Так, меч заберу. Я, наверное, даже... Хотя, может, стоит поспешить. На первом месте играет просто через дубликаты. Что-то такое непонятное. Ладно, активируем, поехали. Так, это мы убираем, убираем. Убираем и 2 клевера. До свидания. Все это хрень, оно мне не надо. Мне надо... Ну, в принципе, пойдет, на самом деле, Кираса, то, что с рандомного сундука мне упало. Вот это та ситуация, о которой я говорил, что Кираса, может, даже в некоторых случаях будет получше, нежели перчатка 5-го тира. И мифриловый доспех сюда. Ну, мифриловый доспех — это база, я думаю, все знают, почему берем мы мифриловый доспех. Это вместо какого-то там, точнее, против какого-то там шального обезоружия, хекса и тому подобное. То есть от любого контроля. Вот. И что еще такого? Так, тут еще и дизраптор был найден. Ну, жестко, что я могу сказать, жестко. Но на самом деле, если бы у меня сейчас упал дезолятор с 3-го тира, было бы еще жестче. Вы прикиньте, сколько Кираса дает? 10, минус 10 брони. И предмет 1-го тира минус 6 брони. А дезолятор минус 12 брони. То есть я сейчас даю минус 16 брони. С дезолятором это было бы минус 28 брони. И если бы никаких защитных предметов у моих противников не было, то такой сетап предметов мне бы намного больше давал. Просто он на самом деле заполняет мне инвентарь, и это плохо. Чел дизраптора нашел. Вот это неприятно. Там сейчас 6 шаманов нарисуется, да? Ну да, 6 шаманов нарисовал. Печально. Печально. Не, ну мне драконий рог очень нужен. Без драконьего рога будет очень туго. Вот просто смотрите сетап предметов, которые я сейчас придумал. Упрыжились сюда. Кираса, предмет 1-го тира, дезолятор. 3 предмета есть. Драконий рог, 4 предмета. 5-й, БКБ желательно. Ну, это так, чтобы 100% быть защищенным от любого контроля. БКБ. И я думаю, либо рефрешер для манорегена, либо же БФ. Либо же вообще МКБ. То есть надо будет от ситуации отталкиваться, потому что тот же самый БФ даст нереально много урона. Ну и, кстати, двойные клыки в этой игре хорошо зайдут мне. Потому что там есть импреска, там есть куча дубликатов. Ну и вот топорик на минус 12 брони мне больше нравится, даже с драконьим рогом. Просто драконий рог слишком много дает. Ну и тоже, вроде бы как бы Кираса норм. Ну, с Кирасой мне сейчас как-то понадежнее играть. Я даже не жалею о том, что она мне упала из рандомного сундука. Это, конечно, не перчатка 5-го тира, потому что если бы упала мне та же перчатка 5-го тира, было бы намного лучше. Либо же криты 5-го тира. Но! Там же мой противник мог бы попасться с крепким столом, и что потом бы делал? Ой, гребаный хекс. Серьезно, гребаный хекс. Тупо из-за того, что он сейчас присуммонил духа 5 с хексом, он нанес мне триллион урона по моему эмбуру, и мало ли того, что он нанес триллион урона по моему эмбуру, так он еще и в контроле его закинул. И пока он там чилил в контроле, его там
пылесосили по полной программе. Вот это именно та ситуация, о которой я говорю, что БКБ будет намного надежнее, нежели тот же мифриловый доспех. Просто мифриловый доспех вас защитит от башера и от дума таргетного, а вот все остальное не защитит вас. БКБ не скидывает башер. О, кстати, у него безоружие. На секундочку. Прям как в воду глядел, что мифриловый доспех взял. Мифриловый доспех имба. Имба на реген. И защититься от обезоружия, потому что, как бы, если бы обезоружие мне в Эмбера прилетало, я бы вообще тут кровавыми слезами бы плакал. Ну, пришлось бы тогда керить кого-то другого. Ну, кстати, я заметил, что в описании синергии убийц не написано, что шанс 100% первая тычка критует. На первом месте интересный чел. У него 5 винстрик. Но играет просто тупо через дубликату. Вот то, о чем я говорил, что кераса и предмет первого тира, это, в принципе, довольно-таки хорошие предметы, потому что, во-первых, я всем броню даю, во-вторых, даю скорость атаки, и, в-третьих, все мои убийцы намного больше урона наносят в радиусе. Нет, это жестко, это очень жестко. Так, что там у тебя по дубликатам? Умираешь, не умираешь? Потому что там против тебя как бы пришел инсек. Тот играет на чистых дубликатах, а тот играет на инсеках. И вот инсек его победил. Добро против зла. Я на самом деле не знаю, я хочу найти предмет третьего тира. Очень хочу найти предмет третьего тира, но я и хочу рольнуть предмет пятого тира, пока у меня есть мастерская бума. Все-таки тут есть много предметов, которые бы мне хотелось. Во-первых, это криты. Во-вторых, можно, кстати, было бы взять камень Кира, чтобы увеличить Эмбера, чтобы он там вообще был с огромным количеством хп, урона. Рапира неплохо будет смотреться. Ну и Мьёльнир, естественно, дефолтный. Но я думаю, что в текущей ситуации мне лучше криты пятого тира, потому что в нем много минус брони, и меня все, в принципе, устраивает. Оп, оп, полетели. Боже, как же много урона. Как же много урона. Минус инсек сюда. Это мы одобряем. Гритер, кстати, хорошо идет, заметил. Новый герой в одну звезду, 2700 урона. Балансный герой под убийц. Да, 100%. Так, еще минус 1. Ну и... Ну, была не была, погнали. О как. Криты, естественно. Оп, 360 урона с руки. Мне тупо сейчас не хватает драконьего рога. Будет у меня драконий рог. Вместо меча первого тира закидываю этот драконий рог. И все. И тупо разрываю. Не знаю, может вместо рыжего лиса поставить скорпиона? Все-таки как-никак это стан какой-никакой. Я думаю, будет неплохо, если я поставлю скорпиона. Бам! Просто первая тычка, 2700 урона. Сюда. Яйцо тоже сюда. Дух пятерка. Умник. Все мне не надо так. Ну, мартретка окей. Может, мартретку соберу в 3 звезды. Тоже хорошо будет. А что-то типа легендарки сегодня будут? Кстати, что там? Мне нужна квапа. Рики в 2 звезды отлично. Темпларка отлично. Мне это нравится. Что на темпларка мне нравится. Квапа сюда. Новый герой. Так, скорпиончика продаем. Ну, в принципе, ок. Я на самом деле надеюсь, что сейчас мне яйцо придет, потому что я хочу себе сделать квапу в 2 звезды. На самом деле у меня теперь есть даже и готовый керри. Почему нет? В виде темпларки. То есть, если у меня Эмбер сейчас справляться не будет, то можно будет закерить темпларку. И темпларка, я на самом деле уверен, что накидает нормально. Плюс у нее есть щит.
А сейчас же новая темпларка, она, ну, извините меня, ну, огромнейшая. Вот сейчас что-что, но новая темпларка это прям то, что доктор прописал. Ей, во-первых, не так просто щит сбить. Жить! Ай-яй-яй. Поняли, что только что произошло? Арчит прилетел в моего Эмбера, и пока Арчит действовал, меня снесли. Ну, моего Эмбера снесли. А раунд я выиграл. На самом деле, я себе уже немножко, так, знаете, мысленно похоронил, когда мне Арчит прилетел в Эмбера. Вот то, о чем я говорил. Был бы у меня сейчас драконий рог, я бы этих шаманов сбрил бы за секунду. Но тут палка о двух концах. Если бы мне не мифриловый доспех упал, я бы, наверное, уже пошел бы лобби искать следующее. А если бы мне упал драконий рог... Ну, шамана я бы точно, наверное, не вывозил, потому что у него все-таки как-никак есть обезоружие. И вот этот вот обезоружь, он жесткий. Он моего Эмбера будет триггерить на 200%. Мне бы пришлось что-то придумывать. Тут, кстати, у него все герои почти с блинком, поэтому надо мне сейчас Рики поставить чисто под его дизраптора, чтобы дизраптор не накинул сайленс. Вот. Вообще, на самом деле, можно 2 Рики поставить и полностью всю доску ему заспамить. Боже, по 2500 урона. Точнее, по 2500 криты. Как же это больно. Минус 21. Сюда. Яйцо. Отлично. Оп, квапа в 2 звезды. Так, ну я рейд ночных зверей активирую, потому что, ну, яиц больше не будет. Нового героя хотелось бы, конечно, в 2 звезды найти. Новый герой нормас. Либо же 2 Рики поставить. Вот серьезно, чтобы просто себе всех шаманов этих закрыть. У него просто дизраптор не прыгает. Плюс у него есть предметы на ману. Да, такой областью я его закрою. По идее, должно хватить. По идее, должно хватить. Когда-нибудь я запишу вам ролик с мартредкой. Когда-нибудь. Ну, как говорится, обещанного 3 года ждут, правильно? Вот немножко придется подождать, ребят. Немножко, чуточку. А чё, где мой Эмбер? А, мой Эмбер вон, летает. Молодец. Ой, как я его в этот раз разорвал-то. Там пивная панда чисто пытается бороться. Не, ну хороший предмет у пивной панды там. Чел, который играет просто через дубликаты, сейчас не вывозит этот движ. Слишком жестко. На самом деле, какие здесь классные легендарки по игре. Так, вапусов-то покупки убираем. Темпларку тоже. Оставляем Гриттера, нового героя и Рики. Правильно? Правильно. Больше ничего у меня такого не стоит. Я бы хотел Рики в 3 звезды собрать. Рики в 3 звезды мощный тип. Такой огромный сайленс. Его просто Рики в 3 звезды собрал, посередине поставил. Сайленс на всю карту положился. И сидишься, кайфуешь, чилишь. Вот просто меч этот выкинуть и драконий рог. Я бы этого шамана вообще не опасался бы. Там бы просто толпу быстро сносил бы сразу до перевоплощения. У меня там очень много урона. О, одного вынес. Беремся за второго. Сейчас у меня с шаманом будет баталия. На самом деле, если шаману сейчас жестко повезет, то он меня снесет. Если шаману не повезет, то снесу его я. Не знаю, на мобов этих я, наверное, закирю темпларку. Что-то я в темпларку как-то поболее верю. И урон увеличится с ее щитом, и щит как бы есть, который пожить даст. Да, я как-то сейчас в темпларку поболее верю. Я, наверное, кстати, вот так вот сейчас поставлю. Вот так. Чтобы она сразу по дракончику начинала дамажить. Будет жестко. Серьезно. Только ему немного повезет с этим с перевоплощением и предметами, то ГГ. Сейчас же шаманов бафнули.
Да, их там нерфанули, но их и бафнули. То есть не сейчас 2 секунды перевоплощается, а во-вторых, МКБ. Вот МКБ, кстати, я возьму. А во-вторых, предметы не дублируются больше. Не знаю, каким чудным образом разработчики услышали то, о чем я говорил, но сейчас предметы не дублируются в шаманах. Это вообще next level. Не знаю, как они это сделали, серьезно, не знаю. Так, лишние предметы. До свидания. Перчаточку возьму. Возьму перчаточку. Вот так вот сейчас сделаю. Не знаю, хочу сейчас на гарантию попробовать сыграть и оставить темпларку керри. Сейчас посмотрим, короче, как оно будет. Я просто на гарантию хочу сыграть. Я не хочу отдать победу этому шаману. Ему и так всю игру везло. А нормально так у меня в моей темпларке скорости атаки, на секундочку. А откуда у тебя столько урона? 20 тысяч. Чисто Эмбер без шмоток 20 тысяч урона нанес. Это нормально? А ну-ка давай обратно предметы. Я, кстати, вот так сделаю. А вот это вот так сделаю. Хотя перчатка, блин, а что с перчаткой? Ну, ну давай в темпларку, а это сюда обратно. Ну, минус броня есть минус броня. У меня, по сути, сейчас будет 2 керри. Так, хорошо. Ой, как новый герой пошел, вы гляньте. Как ШД пошел. Удивлен. В дизрапторе там вообще миллион предметов. Держи сайленс на все лицо. Ха! Ну опять. Боже, какая мерзость. Вот это то, о чем я говорил. Он еще и мне минус 28 прописал. Серьезно? Фу. Вот это то, о чем я говорил. То, что если тебе не упал драконий рог, то этот шаман тупо успевает перевоплотиться. Несмотря на то, что там даже хекс был. Ой, хекс. Сайленс. Просто у него перевоплотился рандомный шаман, получил он себе хекс, хекс полетел моего Эмбера. Все. Такой бред. Фу. Ладно, хрен с тобой. Не успел. Ну ладно. Большинство шаманов я закрыл. Да как это работает? 16 тысяч чистого урона, а у Эмбера 11 300. Как? Как? Как это работает? Ты можешь мне объяснить, как это работает? То есть, в предыдущей катке, ну, в предыдущем раунде у меня темпларка нанесла меньше урона, чем Эмбер, а в этой наоборот. Темпларка нанесла больше, чем Эмбер. Как? Как это работает? Я не понял. Ну, кстати, хороший шаманчик у него по итогу получился. Скилловый, скажем так. Скилловый, 100%. С нефритовым генералом. Ну, все как надо. Ну, все как надо. На самом деле, мне тоже хорошо повезло то, что мне пришел Эмбер. Вообще прекрасно, на самом деле, игра была. Я думал, что ничего не получится, а по итогу получилось даже лучше, чем я думал. Хорошая игра, хорошая. Да и добавить, в принципе, нечего. Но вот все-таки драконий рог мне необходим был бы. Я думаю, все-таки, если бы мне упал с 35-го раунда драконий рог, то было бы имба. И дезолятор, и все. Просто был бы лютый разрыв. Ну и можно было бы, конечно, чтобы БКБ какой-то упал. Но, в принципе, МКБ меня устраивает. Можно было бы, чтобы БФ упал, что тоже было бы очень даже хорошо. Ну, в общем, я бы порадовался, если бы мне просто упал драконий рог. Было бы слишком жестко. У меня бы просто Эмбер начинал бы по всем летать и всех сносить. Вот так это было бы.
А так он пока ману свою наберет, пока способность свою юзнет, 10 тысяч лет пройдет и меня вынесут. Как это было, когда мне Хекс в табло прилетел. Но и все-таки нужно БКБ иногда. Короче, много вариантов можно было бы подставить сюда, но вот такая вот игра получилась. Мне понравилось. Что думаете вы по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудь поставить свой лайк, а если ты не подписан, то подпишись. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!